Hello friends, this is Ina from Speak Easy. Welcome to my channel. Today's video is a book. We continue reading a political novel, The Interpreter, by Charles Randall. And in this video, it's going to be part 21. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем с вами читать политический роман «Переводчица». Сегодня мы разбираемся с 21 частью. Мы прочитаем, переведем эту часть, а послушать ее можно на моем инстаграм-аккаунте. Чтобы найти меня в инстаграме, вы можете ввести в поиск Speak Easy in English. Или смотрите в описании к этому видео, я оставлю прямую ссылку на аудиозапись к этой части. Ну что ж, приступаем. Let's start. Читаем и переводим по предложениям. Chapter 12. The President arrives. 12 глава. Президент приезжает. On Friday morning there were hundreds of security officers around the UN building. В пятницу утром вокруг здания ООН были сотни полицейских охраны. There were police officers with guns on the roof and Coast Guard boats on the river. Выражение there were находится в начале, поэтому ищем местоположение, с которого мы могли бы начать переводить. On the roof. Вот отсюда мы и начнем переводить. Итак, на крыше были офицеры полиции с оружием или с ружьями. И следующая половина предложения on the river. Местоположение, значит, начинаем отсюда. А на реке были лодки, или можно сказать катера береговой охраны. Coast Guard – береговая охрана. Coast – это побережье, ну а Guard, соответственно, это охрана. And Coast Guard's boats on the river. А на реке находились катера береговой охраны. A large group of protesters stood outside the UN. Outside the UN, дословно снаружи ООН, поэтому можно сказать рядом с ООН или на улице рядом с ООН стояла большая группа протестующих. Many of them wore face masks to protect their families in Matobo. Многие из них были в масках на лице, чтобы защитить свои семьи в Матоба. Lewis called Tobin. Льюис позвонил Тобину. The numbers on Jamal's wall. Те телефоны или те номера на стене у Джамала. There's a pizza restaurant, a store and an international cell phone. Это пиццерия, магазин и международный мобильный, то есть номер международного мобильного телефона. Find the cell phone, Tobin ordered. Who owns it? «Выясни все про этот мобильный», — приказал Тобин. «Чей он?» Если дословно, «Who owns it?» «Кто владеет им?» Then Muhammad called. Потом позвонил Мухаммед. Sylvia used a computer to get a flight. Сильвия воспользовалась компьютером, чтобы заказать рейс. But I don't know where she's going. Но я не знаю, куда она летит или куда она направляется. Get passenger lists for all flights to South Africa from JFK, LaGuardia and Newark airports. Достань списки пассажиров. Passenger lists – списки пассажиров. На все рейсы в Южную Африку. Из. И дальше перечисляются 3 разных аэропорта. JFK, LaGuardia и Ньюарк. Find her and put her on the phone. Найди ее и соедини ее со мной по телефону. Lewis called him again. Льюис опять ему позвонил. The international cell phone belonged to Jean Gamba, he said. Этот международный номер мобильного принадлежал Жану Гэмбе, сказал он. Did he call somebody at 3:30 p.m. the day before yesterday? Tobin asked. «Он звонил кому-нибудь в половине 4 дня позавчера?» – спросил Тобин. «Yes», Lewis replied. «Да», – ответил Льюис. «That was after the bomb on the bus», Тобин said. «Это было после взрыва в автобусе», – сказал Тобин.
Who was the first person he called? И кто же был тот первый человек, кому он позвонил? Try the number, then call me back. Проверь этот номер, а потом позвони мне обратно. A minute later, Tobin's cell phone rang again. Спустя минуту сотовый Тобина опять зазвонил. It's a number in the Motoban government offices, Lewis said. Это номер из офиса правительства Мотоба, сказал Льюис. Lad's number? Asked Tobin. Номер Лада? No, Lewis replied. Нет, ответил Льюис. Somebody named Marcus Matu. Кто-то по имени Маркус Мату. He's one of the ambassador's assistants. Он один из помощников посла. Go there, Tobin shouted. Отправляйся туда, закричал Тобин. His phone rang again. Его телефон опять зазвонил. This time it was Mohammed. На этот раз это был Мухаммед. She is on a flight out of JFK Airport at 9 a.m. Она летит рейсом в 9 утра из аэропорта JFK. Go to the airport and wait for her, Tobin said. Отправляйся в этот аэропорт и жди ее там, сказал Тобин. Then call me. А потом позвони мне. Matu and a group of Matobans arrived at the UN building. They walked through the security gates, past the UN guards and past Tobin. Мату и группа из Мотоба прибыли в здание ООН. Они прошли через ворота или через арку безопасности, мимо охраны ООН и мимо Тобина. Dot was at JFK Airport when Edmund Zuvani came down the stairs from his airplane. Дот находилась в аэропорту JFK, в то время как Эдмонд Зувани спустился вниз по ступенькам из своего самолета. He looked old, small and weak. Он выглядел старым, маленьким и слабым. Is that Zuvani? Dot asked the agent next to her. «Это и есть Зувани?» – спросила Дот у агента, который стоял рядом с ней. Has that old man really killed thousands of people? Этот мужчина или этот старик и вправду убил тысячи людей? Lad greeted the president. Лад поприветствовал президента. Зувани smiled and climbed into a car. Зувани улыбнулся и сел в машину. Lad and Dot got in with him, and they started to drive across the city to the UN. Лад и Дот сели в машину вместе с ним, и они начали ехать по городу по направлению к зданию ООН. Zuvani looked out of the car window at Manhattan Island. Зувани смотрел из окна машины на остров Манхэттен. I want to go to the theater, he said. Я хочу сходить в театр, сказал он. That's not possible, sir, Dot said. Сэр, это невозможно, сказала Дот. Last time I came here there was a lot of sky, the president said. Now there are more tall buildings. Последний раз, когда я приезжал сюда, было много неба, сказал президент, а теперь больше высоких зданий. You came here 23 years ago, Dr. Zuvani, Lad said. Вы приезжали сюда 23 года назад, доктор Зувани, сказал Лад. Things change. Все меняется. They get less important, Zuvani said. Они становятся не такими важными, или они становятся менее важными, сказал Зувани. They put flowers on the bridge during my last visit. Когда я был здесь в последний раз, или во время моего последнего визита, на этот мост возлагали цветы. I freed Motoba, and the American people welcomed me with flowers. Я освободил Мотоба, и американцы приветствовали меня цветами. A few minutes later, the car arrived at the UN building. Несколько минут спустя машина подъехала к зданию ООН. The protesters shouted angrily and waved their signs at the president.
Протестующие сердито кричали и размахивали своими плакатами перед президентом. He looked surprised. Are these people here for me? He asked Dot. Он выглядел удивленным. Эти люди все здесь из-за меня? Спросил он Дот. Yes, Dot replied. Да, ответила Дот. Tobin opened the car door and Giovanni climbed out slowly and took his arm and helped him into the building. Тобин открыл дверцу машины, и Giovanni медленно из нее вышел. Он взял его под руку и помог ему пройти в здание. Tobin's cell phone rang again. Телефон Робина, мобильный Робина, опять зазвонил. I'm at the airport. I can't see her, Mohammed said. Я в аэропорту. Я не вижу ее, сказал Мухаммед. Stay there, Tobin said. Оставайся там, сказал Тобин. He turned to Pettigrew. Он повернулся к Петтигрю. Can we keep Giovanni in the safe room? Можем ли мы пока подержать Giovanni в безопасной комнате? It will give us more time. Это даст нам больше времени. We can try, Pettigrew said. Мы попробуем, сказал Петтигрю. But he wants to speak. Но он хочет говорить. Tobin called Lewis and King. Тобин позвонил Льюису и Кингу. Are you at the Motoban government offices? He asked. Ты сейчас находишься в офисе правительства Мотоба? Спросил он. Yes, Lewis replied. Да, ответил Льюис. But Matu isn't here. Но Мату здесь нет. He didn't come in this morning. Сегодня утром он не приходил. Nobody knows where he is. И никто не знает, где он. They know where he is, King said. Они знают, где он, сказал Кин. But they won't tell us. Но они нам этого не расскажут или не скажут. Get a photo of him and send it to the UN security offices, Tobin said. Раздобудь его фото и пришли его офицерам безопасности или офицерам охраны, сказал Тобин. Then go to his home address. А потом отправляйся по его домашнему адресу. 2 minutes later, a UN security officer came up behind him. Спустя 2 минуты офицер безопасности ООН подошел к нему. Behind him обозначает, что он подошел к нему сзади. This picture just arrived, sir, he said, and he gave Tobin a photo of Matu. Эта фотография только что пришла, сэр, сказал он и отдал Тобину фотографию Мату. Tobin looked at it carefully and recognized the face. Тобин внимательно на нее посмотрел и узнал это лицо. He's here, Tobin shouted. Он здесь, закричал Тобин. I just saw him at the top of the stairs. Я только что видел его наверху, на лестнице. He left Dot with Giovanni and ran into the main hall. Он оставил Dot вместе с Giovanni, а сам побежал в главный зал. It was full now with hundreds of people who were waiting for Giovanni. Теперь он был полон сотнями людей, которые ожидали Giovanni. Tobin saw Lad sitting with the other people from Motobo. Тобин увидел Лада, который сидел с другими людьми из Мотоба. He looked up and saw the interpreters in their booths. Он поднял взгляд наверх и увидел переводчиков в своих кабинках. He looked for Matu, but he couldn't see him. Он искал Мату, но он не смог его найти, но он его не видел. Друзья, это было последнее предложение части, которую мы сегодня разбираем. Мы прочитали с вами полностью всю главу, и теперь вы можете перейти по ссылке и послушать ее. Аудиозапись читается носителями языка, это очень полезно. А я прощаюсь с вами до следующего видео. See you in the next video. Have a good day. Bye-bye.